И начинаем мы с одной из самых главных затрат, это покупка авиабилетов. Мы покупали наши билеты в Москве за $4000. Это цена за 2 билета. Эта стоимость включает в себя перелет и туда, и обратно. Дело в том, что в Аргентине, как и в большинстве, наверное, стран, вас не пустят в страну, если у вас нет обратного билета. Поэтому билеты нужно покупать обратные сразу. Если вы прилетите в Аргентину без обратного билета, для того, чтобы вы прошли таможенный контроль, вас заставят купить билеты онлайн прямо там в аэропорту. И, естественно, это будет намного дороже, чем покупать их заранее в пакете туда-обратно. И вот вам первый совет. Обязательно покупайте авиаперелет с возможностью сдачи обратных билетов. Мы купили именно такие билеты и смогли вернуть себе порядка $500 с каждого билета. То есть $1000 за оба. Летели мы эфиопскими авиалиниями. Я эту компанию категорически рекомендую. Там, конечно, из персонала вообще никто не знает русский, но зато там отличное питание, кормят очень часто. Там бесплатно на выбор дают алкоголь. Но из-за того, что пересадка происходит в столице Эфиопии, соответственно, маршрут получается немножко кривоватый, ломаный. Сам перелет занимает не менее 28 часов из Москвы. Вторая статья расходов – это подготовка ваших документов под аргентинское законодательство. Неважно, по какой из программ вы бы хотели легализоваться здесь, в Аргентине. Пакет документов, необходимый для этого, в принципе, является идентичным. В любом случае, ваши документы, такие как свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справка о несудимости, нужно будет сначала апостилировать в вашей стране, а затем здесь, в Аргентине, их нотариально перевести и легализовать. И если получение всех апостилей на наши документы в Москве обошлось, не скажу, что очень дорого, порядка $30 на каждого человека, благо госпошлины в России копеечные, то здесь, в Аргентине, вам придется потратить немножко больше денег на легализацию. В нашем случае это стоило $110 на весь комплект документов на одного человека. То есть за двоих мы заплатили $220. Но эту легализацию мы делали в провинции Кордоба, в которой мы сейчас и живем. Когда я узнавал цены на легализацию в Буэнос-Айресе, то там стоимость была порядка $350 на одного человека. Конечно, по приезду в Аргентину вам не нужно будет бежать и сразу же пытаться легализовать ваши документы. У граждан постсоветского пространства есть возможность находиться легально в стране на протяжении 180 дней. Но в любом случае эту статью расходов следует относить именно к переезду. Тем более, что многие люди относятся к вопросам легализации более серьезно и начинают заниматься ими, еще находясь в своей стране, дистанционно. И вообще-то это правильно. Следующая статья расходов – это трансфер и отель. Если у вас нет близких людей в Аргентине, то практически наверняка первое время вы будете жить в отеле, пока не найдете приличное жилье на долгий срок. По прилету в Буэнос-Айрес трансфер из аэропорта в отель обошелся нам в $10. Жизнь в отеле обходилась $25 каждые сутки. В отеле вы будете жить так долго, как повезет. Мы жили суммарно в отелях в Буэнос-Айресе и в Кордобе порядка 2 недель. За эти 2 недели мы потратили на проживание в отелях порядка $400. И я хочу сказать то, что, скорее всего, это верхняя планка. Можно сказать, что нам очень сильно не повезло со скоростью поиска жилья. Мы действительно очень долго подбирали себе подходящий вариант. Но посоветовать вам хороший комфортный трансфер из аэропорта, а также нормальный отель я смогу. Пишите мне, все контакты есть в описании под видео. Следующая статья расходов – это трансфер из Буэнос-Айреса в другой город. Так как мы решили не оставаться в столице, а переехать в провинцию, нам потребовался для этого трансфер. Кстати, мы выбрали трансфер на машине, потому что нам показалось наиболее подходящим и удобным способом, хотя не самым дешевым, конечно же. Мы нашли аргентинца с хорошим знанием английского языка в Кордобе. Он приехал прямо к нашему отелю в Буэнос-Айресе, помог загрузить все наши огромные чемоданы в машину, довез нас с минимальным количеством остановок до Кордобы. И там он помог выгрузить нам все чемоданы в местном отеле. Итого, если вам нужно будет осуществить переезд в другой город, то как минимум $200 нужно на это закладывать также. Кстати, хороший трансфер из Буэнос-Айреса в Кордобу также могу вам посоветовать. Приобщает местного водителя к российской музыке. Следующая статья расходов – первый месяц долгосрочной аренды жилья. Как вы сами прекрасно понимаете, в любом городе можно найти супер дорогое либо супер дешевое жилье. Тут все зависит только от вашего кошелька и предпочтений. Но, конечно же, у нас здесь в Кордобе жилье намного дешевле, чем в Буэнос-Айресе. Для понимания, мы снимаем, по сути, настоящий пентхаус. Большая квартира в центре города на последнем этаже со своим личным небольшим двором вместо балкона, на котором можно легально жарить шашлык и отлично проводить время. Еще и с видом на горы.
Все это великолепие обходится нам примерно в $300 в месяц. Для сравнения, в приличном районе Буэнос-Айреса вы вряд ли найдете даже крохотную студию с хорошим ремонтом за такие деньги. Также вам, конечно же, нужно будет заплатить комиссию агентству недвижимости и залог, который обычно равен месячной стоимости аренды жилья. В нашем случае залог составил $300, а комиссия риэлтору порядка $150. Но я хочу сказать то, что эта комиссия за долгосрочный контракт. Мы сняли эту квартиру на полгода и, скорее всего, будем продлевать ее в дальнейшем еще на полгода. Ну и последняя статья расходов, которую я решил указать, это мелкие траты в первые дни пребывания. Необходимые траты. К таким тратам относятся покупка местных сим-карт с мобильным интернетом $7-8 на человека, покупка адаптеров, то есть переходников вот такого плана. Это переходники местного типа вилки на наш с вами евроформат электровилки. Кстати, не забудьте взять с собой побольше тройников, удлинителей, зарядных устройств евроформата, потому что здесь вы их найдете с большим трудом и, соответственно, потратите на это больше денег. 90% всей техники, которая работает у нас в доме, работает при помощи тех удлинителей, которые я взял с собой из России. В итоге я купил себе штук 10 вот таких вот адаптеров, чтобы хватило на все устройства, и это обошлось мне порядка $10. Идем далее. Еда в заведениях. Пока вы будете жить в отеле, у вас не будет своей кухни. Кушать-то вы будете в ресторанах, в кафе всяких, заведениях. Благо, даже в столице, в Буэнос-Айресе, цены на общепит вас приятно удивят. Особенно, если вы приехали из крупного города, типа Москвы, Санкт-Петербурга или Киева, где цены на общепит традиционно довольно высокие. Прием пищи на одного человека в приличном кафе или даже ресторане обойдется вам примерно в $5 на одного человека. Итак, я перечислил вам основные траты, с которыми вы можете столкнуться от вылета из своей страны до заселения в полноценную долгосрочную квартиру здесь, в Аргентине. Вот примерный список. Пользуйтесь им как конструктором, добавляйте какие-то позиции, либо удаляйте их в зависимости от того, сколько вас приедет, какое количество будет людей, какие у вас запросы, потребности. С одной стороны, сумма кажется не такой уж и маленькой. С другой же стороны, я хочу сказать то, что Аргентина сама по себе довольно недорогая страна. Сюда главным образом нужно добраться, а уже когда вы здесь на месте, ваши расходы пойдут вниз. А еще я хочу вам напомнить о том, что рубрика «Аргентина в цифрах», в которой я буду обозревать стоимость жизни в Аргентине, является постоянной. Каждый месяц я буду приводить вам детальную статистику наших трат на жилье, еду, легализацию, бытовую химию, товары для детей и так далее. То есть рубрика эта будет ежемесячной и будет выходить в начале каждого месяца. Так что вы можете всегда зайти в этот плейлист и отследить наши расходы здесь в Аргентине от месяца к месяцу, сопоставить эти расходы с теми, которые есть уже сейчас у вас в вашем городе, а также использовать наши подсчеты для того, чтобы планировать свой бюджет по переезду в Аргентину. Я делюсь своим опытом для того, чтобы помочь вам пройти тот же самый путь с более ясным видением и настроем на успех. Всем пока!